Счастье, счастье, счастье. Летит, летит, летит. Моим любимкам, рыбкам. Летит счастье. Вот в такой красивой форме. Радость, удовольствие, позитив, философия жизни, стержень. Вот в такой красивой форме в 23-м году крепко держимся. И обязательно, несмотря ни на что, будем с вами счастливые, здоровые, любимые. Вот такое счастье летит к моим любимым рыбкам. Ну, а вы знаете, рыбка в доме – это что? Радость в доме. Рыбка в доме, радость лежит на диванчике. Да, но вижу Розану, слышит такие слова. Конечно же, конечно, радостный лайк. Спасибо, мои хорошие. Смотрим с вами февраль месяц. А февраль месяц для вас, рыбки. Знаете, какая подсказка? Прям таким в течение всего месяца так вот таким пунктиром. Напиши себе открытку, напиши себе записку, напиши себе письмо, напиши себе о самой себе. Вот как ты себя видишь, как ты себя хочешь увидеть, узнать. Кто-то в новом, может быть, весе хочет себя увидеть, кто-то в новых отношениях, кто-то в новом статусе работника или мамы, или бабушки, кто-то в новом состоянии своего здоровья. Напиши себе о себе. Кто-то свое психологическое состояние. Но это касается лично себя. Не чтобы мой ребенок не болел, не чтобы у моего там, именно себе. Как ты? Вот такая подсказка прям таким большим шрифтом проходит в течение всего месяца. И мы с вами начнем постепенно к этой подсказке подбираться. Итак, мои хорошие, ну вот да, у вас стоит Нептун, так и стоит у вас. Юпитер, который тоже ваш второй управитель, находится в прекрасном, чудесном, замечательном, в любимом своем положении, находится у Овнов. Это тоже огненный знак. И Овны для вашего Юпитера это дети. Вот как ты, ну вот любого ребенка ты видишь, как ты к нему. Ну все детки, они всех, вот так для Юпитера это детки хорошие. То есть ваш Юпитер показывает вам вкус к жизни, радость жизни, настроение, удовольствие и большая поддержка, потому что всегда ребенок нуждается в чем? В поддержке. Для вас положение вашего Юпитера проходит по финансовому сектору. Вот такое положение Юпитера для вас происходит по финансовому сектору. Финансы вас радуют, дают вам жизнь, дают вам настроение, дают вам перспективы. Где-то заработать я смогу очень хорошо, где-то я смогу, может быть, продажу сделаю здесь, смогу подкопить, может быть, я что-то в банке какие-то сделаю, договорные по процентам снижу, договорные свои обязательства по процентам снижу, где-то, может быть, долг спишется, то есть финансовое, абсолютно финансовое удовольствие, такое легкое, радостное, которое вы можете наблюдать. Кто-то, может быть, надбавку получит к пенсии, кто-то надбавку по своему состоянию здоровья, кто-то выплаты, кто-то получит гранты, что вы сможете учебу делать за счет какого-то предприятия, а может быть и за счет государства и так далее. То есть ваш Юпитер приносит вам вот такую вот материальную стабильность и плюс ко всему партнерство. Те рыбки, кто еще в поиске, те, кто еще не встретил своего человека, очень большая возможность встретить на детской площадке, то есть там, где радость есть, вот такое легкое есть. Может быть, где-то на детской площадке, может быть, где-то в представлении спектакль детский идет, утренник, праздник, может быть, даже где-то в цирке. То есть, ну, там, где есть большая радость, удовольствие. Кто-то на выставке, возможно, встретить может своего человека. То, где ты получаешь удовольствие. В кафе сидишь, ты получаешь удовольствие. В кинотеатре ты смотришь фильм, ты получаешь удовольствие и так далее.
То есть там, где ты можешь получить радость, расслабление, наслаждение. Вот таким образом. Дальше что вы... Это делает ваш Юпитер. Теперь, конечно же, это Венера, которая у вас находится. Венера, находясь в вашем знаке, а она здесь находится в экзальтации, наивысшая точка пребывания в экзальтации Венеры – это у вас. То есть ее самое лучшее расположение. Она находится у вас в первом секторе. Это ей для Венеры показатель. Это даже лучше, чем она находится в своих весах и в Тельце. Это даже лучше для нее. Вот таким образом. Во-первых, она очень-очень мягкая, нежная, ласковая, красивая, сексуальная. Но и плюс ко всему она очень сильная. И вот в этой всей мягкости, в красоте есть сила. Почему? Потому что она делает красивые аспекты. И очень один гармоничный аспект соединяется с вашим Нептуном, который находится тоже у вас. Ну, рыбки, да, такое, знаете, случается очень нечасто. Вот такие транзиты, которые так, еще и соединение с Нептуном, это, конечно, ну, такая, скажем, удача, где ты, как ты можешь увидеть, получить эту удачу? Напиши себе письмо, напиши себе открытку, напиши себе записку, что-то напиши себе сам очень приятное, и ты приблизишься к этому, или этим самым ты приблизишь обстоятельства, те, которые ты хочешь. Напиши свое самое заветное желание, обращайся к себе, тут все направлено на себя. Нептун в первом доме стоит, Венера в первом, то есть я. Дальше к вам подтянется Меркурий, тоже будет я, на меня обрати. Дальше Солнце, тоже я, то есть образуется определенный стиль. Очень сильный для вас месяц, который заговорить о самом себе. То есть ты большое самому себе делаешь внимание. Многие захотят перебрать весь свой гардероб. И те вещи, которые вы не использовали год-два, если вот на сегодняшний период зима, и вы в прошлом году эту вещь не одевали, она уже у вас год пролежала, и в этом году вы к ней не хотите прикасаться, вы будете освобождаться для того, чтобы как-то себя побаловать, себя увидеть, услышать, обратить на себя внимание. Та вещь, которая вам не идет, та цветовые гаммы, которые вы хотите. Многие в этот период, когда Венера вот такая в экзальтации, хочется красного цвета. Рыбка захочет красного цвета. Это даже и вкусовые. Хочется красный перец, красное яблоко, красный помидор. Вот даже что-то вот такое вот в продуктах питания, где есть красное. Это то, что составляет... Марс и Венера, Венера и Марс, то есть то, что составляет красный, яркий, огненный цвет во вкусовых качествах, а точно так же это и в ваших цветовой гамме. Кто-то захочет какие-то цветы красного цвета, кто-то захочет покрывало красного цвета, то есть немножечко себе дадите вот это вот, укутайте этим вот любовью самому себе. Обратитесь к самому себе. Вы можете просто эту энергию использовать на свою победу над какой-то болезнью, над какой-то зависимостью, над какой-то неудачей, над какими-то делами, которые застряли, вы никак не можете решить. Используйте эту энергию вот таким образом. Прорыв наступает у вас. Вот из чего-то ты прям как будто выплываешь. Вот ты выплываешь, не хочу сказать вырываешься, именно в вашем случае, как будто ты из чего-то вот плавал, и ты выплываешь в таком очень, так скажем, красивом варианте. Вот таким образом Венера, находясь у вас,
она до 20 числа себя так ведет, делает прекрасные аспекты к вашему Нептуну. Конечно, это наивысшая точка любви. Ну, конечно, это большой шанс встретить своего человека. Ну, это шанс встретить своего человека. И здесь столько романтики, столько увлеченности, нежности, наслаждения, радости, удовольствия. Ну, ты просто купаешься во всем этом. Такое соединение с Венеры с Нептуном. Это даже иллюзия, в которой ты пребываешь, она настолько в гармонии. Это не иллюзия, когда ты снял розовые очки и ты разочаровался. Нет, это соединение, это очень гармоничный аспект. Это наивысшее положение, наивысшая точка удовольствия. Ну, создайте себе эти условия, ну играйте. Подключайтесь вот в эту энергию, вот как будто вот вы вступаете вместе вот в эту игру вот такими красками. Венера сделает прекрасный, чудесный секстиль с Ураном. Уран находится в Тельце. Венера управляет Тельцами. Ну, посмотрите, как все это может произойти очень случайно, очень неожиданно, внезапно. Еще раз говорю, финансовые ощутить можете изменения положительные, а также это, конечно, встреча, что-то такое родственное, что-то такое теплое, домашнее. Ну, знаете, никак не могли встретиться с человеком, и вы встречаетесь, кто-то даже скажет, я ждала этого человека там 45 лет, если вам 45, кто-то скажет, я ждала тебя всю свою жизнь. Или вы расстались когда-то, ваши учились вместе, разошлись ваши пути, вы встречаетесь с этим человеком, вас связывает детство или вас связывает то место, где вы живете. Вот вам хорошо, душе хорошо, очень лично хорошо. Так, что еще, мои хорошие? Ой, ну вот Плутон. Также Венера сделает, находясь у вас, она сделает туда же секстиль, также к Плутону сделает. Сделает к Плутону. Это тоже, конечно, но Плутон это и финансовая успешная основа, и это, конечно, влюбленности, это страсти, это сексуальность, это надежность, это трансформация, изобилие. Ну, абсолютно, абсолютно пользуйтесь этой ситуацией. Из всех 12 знаков Венера находится у вас, делает всем очень хорошие, сильные аспекты, но, конечно, больше всего от этого достается, конечно, вам, рыбки. Дальше что смотрим? А дальше смотрим полнолуние. 5 числа будет в знаке зодиака Лев. Будет у вас в 6 секторе. Что-то завершается, какой-то период заканчивается. По 6 сектору это может быть все, что связано с вашей трудовой деятельностью, с работой. Кто-то на пенсию уходит, кто-то завершает курс учебы какой-то, кто-то вполне может быть с этой работы уходит, кто-то наоборот приступает к новой работе, тот этап уходит, он приступает к следующей работе. То есть что-то завершается, какой-то этап по работе, по карьере, и, конечно, это по состоянию твоего здоровья. Тоже какой-то этап, ты переходишь на какой-то этап, закрываешь это. Происходит это во Льве. Ярко, вызывающий, заявляющий, как будто, знаете, ты сам для себя хлопнул дверью и пошел. Но это ты сделал мягко, ты сделал для себя, и ты сказал, все, я больше сюда не возвращаюсь. Кто-то сделает, например, продажу, вот там где-то дача была, домик был, участочек был, и это где-то, может, в деревне, где-то в таком отдаленном месте. Вы туда не ездили, оно вам дохода не приносило, но оно вот висело там, и ответственность была. И вот вы нашли покупателя, вы продали, и вы себе скажете, все, я это сделал, я это закончил, я от этого отвязался, все, больше у меня туда мое время, моя энергия туда больше не уходит. Вот вы вроде закрыли дверь, но так мягко для себя вы этот этап какой-то сделали. А 20 числа новолуние. Рыбки в вашем знаке. И новолуние в рыбках. Планы строй. Опять в 1 секторе. Посмотрите, какой у вас месяц. Сколько много на себя. Я главный человек. Я важный человек. Для кого? Для себя. Я. Где я? С кем я? Что я?
какое у меня питание, какая у меня расписание, режим, где моя постель. Я люблю очень плавать, я люблю очень купаться. Как бы мне, может быть, какой-то абонемент взять, ходить. Вот это мое любимое увлечение может быть. Может быть, я куда-то в спа, где-то, может быть, в бассейн куда-то ходить. А может быть, я поеду отдохну. Я. Вот так вот, ну столько, понимаете, все собирается в вашем знаке. И оно все очень в гармонии выстраивается. Поэтому, конечно, новолуние, стройте планы, запускайте свои проекты, начинайте что-то, делайте курс какой-то. Если вы хотите сделать курс хорошей диеты, начинать на новолуние вообще великолепно у вас получится, избавитесь от ненужных килограмм, которые у вас есть. Запускайте лечение, курс какой-то, если вам нужно пройти какую-то терапию, какое-то лечение по заболеваниям. Запускайте, тоже у вас будет очень, очень удачно. Учебу можете какую-то начать, прекрасно тоже будет у вас получаться. Ну что еще, мои хорошие? Напиши себе письмо, записку, открытку. Меркурий. Подбираемся к Меркурию. До 11 числа Меркурий будет находиться у вас, до 11 числа Меркурий будет находиться в Водолее, а с 11 числа идет к вам в первый сектор. Вот это об этом. Идет к вам в первый сектор, уже там у вас находится Венера. Она у вас там до 20 числа. Туда же подтягивается солнышко, то есть собирается этот вот стелиум. Поэтому да, напиши себе самое заветное, что ты хочешь сказать. Называй себя самыми прекрасными словами. Обращайся к себе ласково. Свое напиши ласково имя. Ну что-то себе такое приятное сделай. И те твои мечты, и те твои желания, которые, ты подвергал сомнениям, ты думал, что у тебя не получится. Рыбки, запускайте, у вас получится. У вас получится, у вас большая поддержка от Солнца, большая поддержка от вашего Юпитера. И, конечно же, в экзальтации находится Венера. И те аспекты, которые она дает, говорит о ее силе исполнения. Плутон, Нептун, Уран. Это очень сильные гиганты, которым она делает аспекты, в гармонии выстраивается. Так что вперед, рыбки, напишите себе. И вы уберите, спрячьте, и вы посмотрите, как начнет отрабатывать то, и как начнет получаться то, что вы планировали, то, что вы хотели, о чем вы мечтали. Сильно вам желаю. Держимся за эту формулу, держимся крепко, за позитив, за настроение, за удачу, за удовольствие, за стержень, несмотря ни на что, философию жизни и только в позитиве, Мы с вами запустили это в 23-й год и крепко за эту формулу, которую мы с вами создали, а формула это удовольствие, наслаждение, позитив, философия жизни. Вот за это счастье, вот за нее мы с вами сильно держимся. Ну а вижу Розану, слышу такие слова, рыбки. Ну конечно же, какой счастливый лайк. Поддерживайте канал, ставьте лайки, подписывайтесь на спонсорство. Кто хочет поддержать, кто хочет спонсором стать, это на ваше усмотрение. Бесконечно вас всех уважаю, обнимаю и люблю.